Сегодня у нас пресс-конференция председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона, посвященная итогам прошедшего 1-3 сентября в Стамбуле под председательством патриарха Константинопольского в Варфоломее соборе предстоятелей ближневосточных церквей. Также речь пойдет на пресс-конференции о подготовке к созыву Всеправославного собора. Я хотел бы напомнить предысторию и рассказать о самой идее созыва Всеправославного собора. Эта идея возникла ровно 50 лет назад, когда начались консультации, связанные с подготовкой Святого и Великого собора Православной Церкви. Дело в том, что в силу исторических обстоятельств Православная Церковь не собиралась на такие соборы в полном составе в течение многих столетий, а именно со времени последнего Седьмого Вселенского собора. В последние несколько месяцев вот эта тема подготовки Всеправославного собора звучала на целом ряде региональных мероприятий, которые проводились теми или иными восточными патриархами. Эти мероприятия проводились прежде всего по тематике Ближнего Востока. И здесь надо сказать, что сегодня тематика Ближнего Востока является очень насущной и животрепещущей, потому что в странах Ближнего Востока происходят такие политические перемены, которые ставят под угрозу само существование христианства в целом ряде стран, где христиане на протяжении веков жили, где они сосуществовали и продолжают сосуществовать с мусульманами. В частности, очень большие опасения вызывает ситуация в Египте, где буквально с Нового года практически не прекращаются теракты, не прекращаются угрозы в адрес христиан, и где христиане оказались в очень трудном положении после тех политических перемен, которые произошли в стране. Большие опасения вызывает ситуация в Ливии, ситуация в Сирии, где оказывается большое давление со стороны западных держав на нынешний режим, но совершенно непонятно, как эти державы видят себе дальнейшее развитие страны, и каким образом они собираются и собираются ли вообще обеспечивать безопасность христиан в этой стране. Трагическая ситуация христианства в Ираке, где при Саддаме Хусейне мирно уживались христиане с мусульманами и представителями других религиозных традиций, и где было по разным подсчетам около 1,5 миллиона христиан. Сегодня там не осталось и половины от этого числа. Многие христиане были просто уничтожены, другие оказались изгнаны из страны, и ситуация, к сожалению, не улучшается, а ухудшается. И вот на эту ситуацию сегодня обращают внимание и руководители религиозных конфессий, и представители политического мира. Не случайно весной Европейский парламент принял резолюцию, касающуюся положения христиан в различных регионах мира. Что касается церкви, то 30 мая сего года Священный Синод Русской Православной Церкви обсуждал ситуацию, обсуждал положение христиан в разных регионах мира и принял специальное заявление по этому поводу. А затем состоялось несколько региональных встреч. В частности, 1 августа такая встреча прошла в Иордании, где участвовали предстоятели Антиохийской, Иерусалимской и Кипрской церквей.
Затем 23 августа прошла подобная встреча на Кипре с участием предстоятелей Иерусалимской и Кипрской церквей. И, наконец, 1 сентября еще одна региональная встреча прошла в Стамбуле с участием предстоятелей Константинопольской, Александрийской, Иерусалимской и Кипрской церквей, а также присутствовал представитель Антиохийского патриархата. На всех этих встречах основной тематикой была тематика Ближнего Востока. И предстоятели тех поместных церквей, которые территориально расположены на Ближнем Востоке, говорили о том, что можно сделать, чтобы улучшить положение христиан. Но также на последней встрече, а именно на встрече в Стамбуле, обсуждался и вопрос подготовки к Святому и Великому собору Православной Церкви. И было высказано пожелание о том, чтобы прежде этого собора состоялась встреча предстоятелей поместных православных церквей с целью рассмотрения регламента работы межправославных подготовительных комиссий и с целью возможного пересмотра способа принятия решений. Здесь я хотел бы сделать пояснение. В течение 50 лет единственным способом принятия решений на межправославных совещаниях был метод консенсуса. Именно по этому методу работали межправославные подготовительные комиссии. И именно этот метод давал церквам возможность, во-первых, участвовать в межправославном предсоборном процессе, и, во-вторых, принимать такие решения, которые удовлетворяют все поместные православные церкви. Если метод консенсуса будет пересмотрен, если решения будут приниматься простым большинством голосов, тогда, конечно же, любая церковь может оказаться в таком положении, когда будет принято решение, противоречащее ее позиции, противоречащее ее самопониманию, и, разумеется, это радикальным образом скажется на всей ситуации межправославных отношений. Как мне представляется, никаких серьезных препятствий сегодня для созыва Всеправославного собора нет. И сегодня очень важно, чтобы звучал консолидированный и солидарный голос поместных православных церквей, и очень важно, чтобы никто не пытался раскачивать лодку мирового православия или вбивать клин между отдельными церквами. Я думаю, что предложение отказаться от метода консенсуса, оно как раз имеет очень опасный потенциал, потому что оно может внести серьезные разногласия и разделение в семью поместных православных церквей. Поэтому я считаю, что мы должны договариваться между собой, мы должны принимать только те решения, которые удовлетворяют все церкви. Ни одна церковь не должна пытаться навязать свое мнение другой церкви или другим церквам. И мы должны в духе солидарности и соработничества совместно готовить Святой и Великий собор Православной Церкви с надеждой на то, что этот собор станет фактором единения, а не фактором разделения.